Добрый вечер. Все еще 10 июня. Я хочу поделиться важным открытием, которое только что сделал. Надеюсь, кому-то поможет. Думаю, что я не единственный, кто переживает подобные вещи. И суть вот в чем. Я сегодня во время прогулки пытался разгрузиться, переключиться, сменить вот эти, как это называется, маски персоны, да, если терминами психологии выражаться. Но это я делал неосознанно уже, то есть я как будто это делал по накатанной, потому что это я делаю ежедневно, и должен признаться, что сегодня я даже не задумывался о том, что и как делаю. То есть я просто примерно уже помнил алгоритм, что мне нужно выйти из дому на прогулку вечером, что мне нужно идти примерно в том направлении. То есть я на самом деле действовал на автопилоте. И вернувшись домой, я не чувствовал облегчения сейчас. Я занялся какими-то бытовыми вещами. Вот, кстати, очень классная штука, заказал себе китайская. Я думаю, вы встречали. Нарезал отваренные свеклы. Сейчас салат буду делать. И пока я этим занимался, думал, что все-таки не так. Почему меня что-то гложет? Почему мне как-то тяжело? И это чувство сковывающее. Это чувство, когда вас зажали в какую-то коробку с крышей или крышкой, со стенами. И плюс я еще гулял, был уже такой темный вечер. Все это вместе создавало такую атмосферу, какую-то немного угнетающую. Сейчас в Кордове еще тем более прохладно, пасмурно. Но вот потом я наконец-то, уже находясь дома, я не помню, как я дошел до этой мысли, но суть в том, что я еще даже когда шел, гулял по парку, подумал, как-то за сегодня я мало чего сделал на самом деле. И то, чем я не поделился, а должен был, это то, что я сегодня, как я уже сказал, действовал без особого плана, просто доделывал какие-то вещи. И по этой причине тоже нет ощущения того, что ты что-то добился, что-то выполнил, что-то достиг. И я сейчас говорю не про нездоровую манию достигаторства. Я говорю о каком-то внутреннем ощущении, которое у меня было, чувство какой-то, не знаю, какой-то неполноты. И я еще подумал, что вот обязательно нужно сегодня, на завтра себе поставить все-таки конкретные цели и задачи, для того, чтобы завтра, уже отмечая эти галочки, почувствовать, что вот я наконец-то молодец. Все это, конечно, нездоровая штука, но вот что я вспомнил и к чему пришел сейчас. Я сегодня весь день прожил в роли исполнителя тех задач, которые я, заказчик, поставил себе раньше. Это снова возвращает нас к тому правилу, которое когда-то я себе ставил. Но это не правило, а такой девиз, что нужно себя заставить, чтобы потом благодарить. Это как раз о том, что мы на протяжении своей жизни так или иначе примеряем различные социальные роли. Мужа, работника, брата, сестры и так далее. И, например, вчера и позавчера, пока я занимался этим видео, я сильно сжился с этой социальной ролью. Эта маска персоны начала прирастать к моему лицу. И маска – это и есть то, что тебя ограничивает. Это социальная роль, она тебя ограничивает, потому что контент-мейкер не подразумевает какой-то свободы от этих действий. Ты контент-мейкер, все, забудь про все остальное. Тебе нужно думать контент-планами,
стратегиями развития канала. И я, собственно, в этом начал запахиваться, как белка в колесе, крутиться даже вот то, чем я сегодня занимался, по сути, я вот сейчас, кстати, анализирую, это по сути и есть. Я забыл просто снять эту маску и пойти на стратегический уровень, чтобы выбирать, что сейчас мне нужно делать дальше по приоритету, какие у меня более важные задачи есть. Вместо этого я просто забыл об этом. Я забыл выйти из роли. И находясь в этой роли, я продолжил с Ютубом что-то ковыряться. Вот как я сказал, сделал ребрендинг, там пиктограммки новые сделал. Это все, в принципе, важные вещи, но, может быть, не настолько, как есть какие-то другие задачи. И как только я сегодня, вот сейчас, буквально несколько минут назад, понял, что, черт побери, так я же не исполнитель, то есть я не только исполнитель, я еще и заказчик. И когда я вернул себя на осознанный уровень, когда ты сам себя осознаешь, ты понимаешь, что вот я человек в физической своей оболочке. Но если мы разделяем свою физическую оболочку от ментальной и становимся сторонним наблюдателем не только для себя самого, но и для процесса, который вокруг происходит, это дает нам именно ту свободу создателя, творца своей жизни. Я не говорю сейчас о сильно высоких материях, хотя до этого и недалеко, как мне кажется. И вот оно. Я почувствовал себя сразу кайфово, потому что я такой думаю, черт побери. Так этот YouTube это всего лишь один из проектов в моей жизни. И я до этого уже давно себе иерархию такую создал. Поскольку я человек-табличка, у меня все в Google спредшитах, у меня есть отдельный спредшит, так и называется «Мои проекты», и там на каждом листе отдельный проект, типа YouTube на этом, там строительство на этом и так далее, и так далее. Даже там есть проект Self, проект Family, проект психология и так далее. И вот нужно не забывать выходить из этих ролей. Это, черт побери, очень важно. Это и есть то, что отличает осознанного человека. А я ведь этот канал сейчас веду не только в контексте дороги домой физической, к физическому своему дому, да, а и внутреннему. Я хочу для себя, и буду рад, если помогу кому-то этим своими открытиями, найти внутренний дом, внутреннее состояние комфорта и благоденствия, когда ничто из внешнего, никакие факторы тебя не колеблют, когда ты живешь свою жизнь, как ты этого хочешь, ты в любой из ситуаций сам волен ей управлять. Позже я расскажу вам когда-то о том опыте, который я пережил в Беларуси. Сейчас просто чуть-чуть забегая вперед, скажу, что я был в местах лишения свободы и находился там 3 года и 7 месяцев. И за это время очень многое понял, очень многое пришлось переосмыслить. И сейчас отголоски даже того опыта позволяют мне в каких-то открытиях продвигаться дальше. То, что я хочу сейчас сказать, это важно быть осознанным. Вот и все.